Всех приветствую на канале. В данном видеоуроке будем с вами вязать красивый узор, где можно использовать остатки пряжи, в принципе, любых цветов сочетать. У меня в работе это пряжа Ярнар Jeans, и вот это, можно сказать, она чуть поплотнее, как Jeans Plus. И крючок номер 2,75. Итак, приступаем. Итак, для образца набирать петли будем эластичным способом. Для этого мы оставляем небольшой хвостик. Для того, чтобы край изделия, допустим, если вы будете далее вязать плед или какие-то плечевые изделия, чтобы внизу была красивая коса, которая не стягивает полотно. Итак, захватываем нить, делаем первую петлю. И смотрите, вот это у меня хвостик. Вот он внизу будет, вот это основная нить. Хвостик набрасываем на крючок и набираем петли. Мы набираем четное количество петель. 1. Так, смотрите. Ой, чтобы ничего не запутать. Вот внизу хвостик, сверху основная нить. Хвостик набрасываем и провязываем. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Я наберу сколько? 18 петелек. Итак, набрали 18 петель эластичным способом и 1 петля подъема. То есть набирается четное количество петель плюс 1 петля подъема. Оставшийся хвостик мы просто будем ввязывать. Смотрите, провязываем первый ряд, мы вяжем просто столбики без накида. У нас внизу вот такая косичка появляется, которая не дает стягиваться нашему изделию. Итак, провязываем до конца ряда первый ряд, просто столбики без накида. Итак, довязываем первый ряд. Нам остается провязать 2 столбика без накида. Вот, смотрите, последняя петля. Провязываем столбик, набираем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и переходим к вязанию второго ряда, который мы тоже провязываем столбики без накида. Таким образом мы вяжем вообще 4 ряда, просто столбики без накида. Итак, довязываем второй ряд, не забывайте провязывать последнюю петлю. Опять же, петля подъема, разворачиваем вязание и точно так же, как я уже говорила, мы вяжем 3 и 4 ряд. 3 и 4 уже довяжите самостоятельно. Итак, довязываем вот 4 ряд и смотрите, остается 2 петли на крючке, мы не закрываем белой нитью, а захватываем уже нить другого цвета. Захватили, подтянули петельки, сделали воздушную петлю, развернули вязание. И под первую петлю провязываем столбик без накида. Белую нить мы не обрываем, так как у нас все полотно будет вот этим цветом. Так, далее смотрите, что мы делаем. Под первую петлю захватываем нить, но не провязываем. Далее под второй петлей спускаемся ниже, тоже захватываем нить, но не провязываем. И спускаемся еще на этап ниже. Вот эта петелька, она как бы между третьей и второй. Вот сюда. Захватываем нить. И когда у нас 4 петли на крючке, но все на одном уровне, мы захватили, провязали. И вот так вот под уклоном сюда же, вот она, смотрите, где эта петля, мы провязываем столбик без накида.
Смотрите, еще раз повторим. Под первую петлю захватили, вытянули. Под второй спускаемся на шаг ниже, вытянули. И третья у нас она между второй, как бы, и третьей, она посерединке. 4 петли на крючке. Мы захватили, провязали вот так вот под наклоном. И провязываем столбик без накида. 4 петли провязали. Внизу, чтобы потом ориентироваться, да, смотрите, у вас выстраивается как бы через одну петлю вот эти наши длинные петельки. То есть здесь они далее располагаются равномерно, чтобы не запутаться. Следующая петля чуть подальше и на шаг ниже, а третья еще ниже. И внизу, смотрите, вот у вас они ровненько, как бы через одну петлю, ровно выстраиваются в ряд через одну петельку. Смотрите, провязываем в конце и последнюю петлю просто столбик без накида. Вот такой красивый узор. Вот как с изнаночной стороны он смотрится. Так, далее этим же цветом мы провязываем еще один ряд. То есть просто столбики без накида под каждую петлю. Так, провязываем до конца ряда. Итак, смотрите, предпоследняя, последняя петля. Нить меняем снова на белую. Воздушная петля. И далее снова мы провязываем 4 ряда вот этим светлым цветом. То есть у меня это основное полотно, основной цвет полотна. Да, вот это у меня сейчас будет первый ряд и еще 3 таких ряда. Розовую нить, если розовой не будете вязать, просто обрезаете, так как у меня вообще использовалось несколько цветов. Так, я провязала 4 ряда основным цветом светлым и присоединяю нить. У меня вот такая вот светло-зелененькая. Так, воздушная петля. Здесь провязываю первый столбик. Вот эту светлую нить я не обрываю, я просто ее вот так вот подтягиваю, когда меняю нити. И далее точно так же. То есть мы сначала вытянули под первую петлю, спускаемся ниже под второй и где-то между второй и третьей 4 петли на крючке провязали столбик без накида. Четыре петли провязали и провязываем столбик. Опять же ровненько, смотрите, вырисовываются опять вот эти вот расстояния между ними, как раз 2 петли, и получается, ну вот если так смотреть, то одна над другой. Вот так вот провязываем
до конца ряда. В конце провязываем опять же, точно так же, как в прошлый раз. Вот это третья петля. Провязали, и в конце у нас получается 2 столбика без накида. Все, следующий ряд мы тоже провязываем этим цветом, и далее снова 4 ряда светлой нитью. То есть вот образец, и вот смотрите, какое получается полотно использовать. Видите, у меня здесь основное полотно светлого цвета и использовано плюс еще 4 цвета. В принципе, можно красиво сочетать любимые цвета. Идеально для пледа. Вот изнанка как выглядит. Вот это лицо. Идеально для красивого кардигана в пол. То есть, если была вам полезна, с вас, пожалуйста, лайки, комментарии. Всем пока-пока и всего хорошего.